21 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд громких и демонстративных заявлений, которые вновь продемонстрировали, каким образом он формирует внутреннюю и внешнюю повестку страны. Алиев открыто заявил, что он добился всего, чего хотел. Эта фраза стала квинтэссенцией его выступлений и отражает личный взгляд лидера на итоги последних 5 лет. Азербайджан вышел победителем из череды конфликтов, и именно он стал главным бенефициаром процессов, в которых участвовали Армения, Турция, Россия, Иран и коллективный Запад. При этом очевидно, что речь идет не о государстве как о целом, а о самом Алиеве, который сумел укрепить личную власть, значительно увеличить состояние за счет контрактов на добычу полезных ископаемых, строительных и инфраструктурных проектов в Карабахе и закрепил за собой статус победоносного лидера в глазах азербайджанской элиты. Для обычных граждан, пастухов, фермеров, жителей провинций эти достижения означают лишь рост давления и рост социального неравенства. Их повседневная жизнь зачастую стала тяжелее, а социальные и экономические проблемы никуда не исчезли. Для Алиева же это не имеет особого значения. Его главная цель – демонстрация силы, укрепление личного положения и формирование образа победителя на международной арене. Даже неоднозначные результаты саммита в Вашингтоне он преподнес как триумф своей политики, представляя их как безусловную победу Азербайджана. Вчера в Карвачаре Алиев вновь выступил перед местными жителями, делая ряд резких и демонстративных заявлений. Он подчеркнул, что в страну поступили самые современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы, и заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющаяся авиация полностью модернизирована. Алиев добавил, что после Второй Карабахской войны, в связи с развитием сил на Каспии и других подразделениях вооруженных сил, численность сил специального назначения увеличена на 1000 бойцов, а также созданы новые подразделения «Командос». Эти шаги он преподнес как необходимые для защиты государства и гаранта безопасности Азербайджана. По его словам, «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра». Помимо демонстрации военной мощи, Алиев вновь вернулся к пропагандистской риторике, обвиняя армян в разрушении городов и сел Кельбаджара. Он заявил, что не осталось ни одного здания, все мечети осквернены, люди убиты или сожжены, назвал армянское общество больным и грабительским, а действия армян – бесчеловечными и варварскими. Эти заявления служат постоянным оправданием для агрессивной политики Баку и позволяют поддерживать высокий уровень мобилизации общества, формируя образ внешнего врага. Алиев также подчеркнул созидательную сторону своей политики, заявляя, что восстановленные города и села демонстрируют силу государства. Однако на деле это сопровождается усилением военного потенциала и постоянным напоминанием о «железном кулаке». В этих словах отчетливо прослеживается стратегия давления и демонстрации силы, которая становится ключевым инструментом внутренней мобилизации и оправдания внешней агрессии. Стратегическая ситуация вокруг Азербайджана остается крайне сложной. У Алиева возник острый конфликт с Россией, который постепенно перешел в личную плоскость, область, на которую Москва реагирует особенно строго. Россия могла прощать государственные ошибки, но личные обиды воспринимаются крайне болезненно. А с юга Иран, помнящий удар в спину во время 12-дневной войны, продолжает выжидать удобный момент для реванша, не исключая возможности влияния на регион через свои дипломатические и военные ресурсы. Соединенные Штаты используют Алиева как инструмент ослабления России, Ирана, Китая и даже Британии, но при этом едва ли рассматривают Азербайджан как равноправного партнера, и его амбиции на Западе ограничены. Европа, сосредоточенная на внутренних кризисах, также не может полностью игнорировать процессы в Южном Кавказе, хотя непосредственное вмешательство в ближайшие годы маловероятно. В этом сложном клубке интересов Алиев пытается играть на равных. Однако его действия больше похожи на рискованные ставки, чем на выверенные стратегические ходы. Основной опорой остается Турция, но этого недостаточно для устойчивого баланса.
После стремительного выхода из союза с Россией, который выстраивался более 15 лет, Алиев ищет опору на Западе, однако Турция уже выполняет эту роль, и второй опоры там не ждут. В итоге Алиев остается наместником Анкары, а это крайне шаткая позиция, уязвимая для внешних изменений. Внутренний аспект политики Алиева также заслуживает внимания. Он демонстрирует стратегическую гибкость в информационной повестке. Публичные заявления о военной мощи и угрозах формируют внутреннее восприятие власти, отвлекают от социальных проблем и усиливают контроль над обществом. Его риторика об армянах-варварах и победоносном государстве призвана поддерживать высокий уровень национальной мобилизации, оправдывать военные расходы и новые закупки техники. В Армении премьер-министр Никол Пашинян пытается продвигать альтернативную линию, делая упор на 5 принципов Вашингтонской декларации, включая суверенитет, территориальную целостность, юрисдикцию, неприкосновенность границ и взаимность. Он заявил о готовности Армении к упрощению пограничных процедур, развитию бизнеса и транзита, подчеркнув, что управление дорогами и железнодорожными линиями остается под контролем страны. Эти заявления контрастируют с агрессивной риторикой Алиева и отражают стремление Еревана к дипломатическому урегулированию и стабильности в регионе. Самым тревожным в этой ситуации является то, что на агрессивные действия и заявления Алиева, которые ведут к росту военных расходов Азербайджана, премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день заявил, что правительство не планирует существенного увеличения оборонного бюджета на 2026 год. Это может создать дисбаланс в регионе и оказать влияние на ход дальнейших мирных переговоров. Параллельно в Армении продолжались армяно-американские военные учения Eagle Partner 2025 года, в которых принимала участие посол США. Делегация Национальной гвардии США посетила военную академию имени Вазгена Саргсяна, где обсуждались образовательные программы и современные подходы в подготовке офицеров. Это демонстрирует постепенное сближение Армении с США и рост влияния внешних партнеров на вопросы региональной безопасности. На этом фоне представитель президента России Михаил Швыдкой осудил снос памятников в Карабахе, назвав это неблагородным делом, а российский эксперт Кирилл Кабанов предупредил, что Азербайджан при благоприятных обстоятельствах может нанести удар и по России. Все это подчеркивает, что региональная ситуация остается крайне напряженной, а за словами Алиева о победе скрываются реальные угрозы и риски новой эскалации. Главный вывод остается прежним. Алиев много говорит о мире, но на деле его слова сопровождаются демонстрацией силы, угрозами и пропагандой. Его сухой остаток заключается в том, что он укрепил власть и личные позиции, однако региональная игра, в которую он вовлечен, чревата новыми кризисами. Азербайджан под руководством Алиева продолжает строить политику давления и мобилизации, где модернизация армии, наращивание военного потенциала, подготовка к возможной эскалации и демонстрация силы остаются ключевыми инструментами внутренней и внешней стратегии. В то же время региональные игроки – Россия, Иран, Турция, США и Европа – продолжают играть свои сложные роли, что делает перспективы стабильности на Южном Кавказе крайне неопределенными. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.